Привет всем! Вы на канале «Замуж в Индию». Все, закончились наши каникулы, Артур пошел во 2 класс. Причем до этого у нас были занятия сокращенные из-за ковида, а сейчас уже все по-серьезному. Представьте себе, с 8 утра до без 20 минут 2 ребенок будет заниматься. Это очень долго. Еще там добавились новые предметы. В общем, я когда сама во всем разберусь, обязательно вам подробно расскажу. Там есть что рассказать, но уже я поняла, что ребенок мой ходит в суровую школу. Ну а сейчас давайте вернемся в прошлое. Я, кстати, вам не все показала из того, что я наснимала в деревне у Парама. Потом уже буду использовать эти сюжеты в следующих видео. Вот, а сейчас наш последний день путешествия. На обратной дороге мы решили остановиться на 1 ночь в Гоа. Палалеме. Палалем как раз граничит со штатом Карнатака, где родина Парама. Но мы провели там совсем мало времени, поэтому я снимала немного. Вот предоставляю вашему вниманию то, что мне удалось заснять. Мы опять расположились в таком вот домике, но это не наши домики, это ближе к морю. Мы немножечко глубже живем. Просто захотелось снять такую милую картину, как коровка жует травку, а не лазит по мусоркам. Действительно, это смотрится очень красиво, мило. А, смотри, это, по-моему, бычок. Так что надо подальше от него, сына. Не подходи, он может... Ой-ой-ой, ты хочешь сниматься в видео? Или ты хочешь меня? Парам говорит, уходи, уходи. Окей, Парам говорит, что коровы очень любят, когда их чухают вот так вот за шею, как котят. Прибалдел. Бычок прибалдел. Идут, видите, собирают мусор и кричат «Clean India». То есть Индия должна быть чистой. Я так понимаю, что это школьники. Школьники, старшеклассницы, но максимум студенты. Что-то подбирают. Ну так, честно говоря, больше кричат, чем собирают мусор. Вот, да, есть некоторые такие ответственные девочки, а некоторые больше кричат. На самом деле я очень-очень сильно рада, что такие движения проводятся в Индии. И действительно это может помочь в будущем очистить этот... О, Артур, смотрите, Артур нашел бумажку, довольный. Внес свой вклад в чистоту. Ребята, в это время в Гоа очень большие волны, очень большие. Я даже не ожидала. Естественно, мы сразу же пошли купаться в море, но думали, что они не настолько опасные. Но, как оказалось, одна волна нас прям захлестнула. Хорошо, что в этот момент Парам держал Артура за руку. И, по крайней мере, Артур не потерялся под водой. Ну, просто не минут, секунд, наверное, 10 мы были под водой, и волна нас телепала в разные стороны. Артур, ты испугался тогда той волны страшной? Да ну. А? Я не такой мальчик, чтобы пугать. Мне кажется, Артур просто не понял. Так все это происходило. Я вижу эту волну, кричу: Парам, Парам, делай что-то. Что мне делать? Кричу Параму. Парам говорит, что устремляйся к берегу, наклонись. А я кричу: хватай Артура. Ну и все. И тут уже волна нас накрыла. И все, теперь мы уже в море не ногой. Мы нашли вот такую вот заводь. Здесь мелко. Можно плавать, как в бассейне. И посмотрите, какая здесь красота. Здесь даже намного лучше, чем в море. Природа, камни, людей нет. Артур, Парам нашел крабов. Артур, видите, построил для крабов. Что это такое, Артур? Жилище. Там и камни, и песок. В общем, все условия создал. И вот еще что мы придумали. Мы купили в магазине рыбу, креветки. Все это стоит вообще копейки по сравнению с Матараном здесь в Гоа. Конечно, в кафе, в ресторане, это, так, недешево. А вот так вот приготовить на костре самим, съесть, это дешево, вкусно и очень-очень приятно. То есть мы сегодня решили целый день провести здесь. И завтра мы уезжаем. Такая у нас короткое путешествие в Гоа.
Помплейт называется. Yeah, Это pomfret рыба. fish. Очень вкусно. Еще грибочки. Сейчас креветочки дожариваются. Спасибо тебе, Парам. Парам, thank you. Спасибо, Welcome, my что sweetheart. согласился. Слушайте, Артур научился лежать на спине и балдеет. Он, вот можно даже услышать, как он немножечко так постанывает. То есть такое наслаждение он испытывает. И плавает же он уже. А так вот может минут 10 лежать и балдеть. А я сейчас стою, снимаю видео и чувствую, как мимо меня проплывают рыбы и касаются моих ног. Тоже такие, знаете, необычные ощущения. Ну, в общем, я себя чувствую, вот сейчас вспоминается фильм «Голубая лагуна». Потому что вокруг природа, ни души, практически людей нет. Над головой летают орлы, шум моря. А водичка какая? Ну, мне, наверное, не передает. Я сейчас на телефон снимаю. Но вода бирюзового цвета здесь. Чистейшая, прозрачная. И Парам, посмотрите, какая картина. Слушайте, если бы он еще и сам поймал, но я, наверное, очень много хочу. Но, тем не менее, ребята, он сам купил, сходил на базар, купил эту рыбу свежайшую, которую вы ловили сегодня ночью. Засыпал специями, сам развел костер, сам пожарил. Все абсолютно сам. Единственное, что не сам поймал. Ну, этого, в принципе, достаточно. Да, вкусно. Very tasty. Ну, это свежак. Тебя снимаю. Хорошо, котенька. Сейчас и тебя сниму. А, вот Артур показывает, сколько он может продержаться без воздуха. Как поплывок. Ого! Ого! Вот это да! Вот это да! Не хочется уезжать. Вообще не хочется. Я сейчас расслабилась. Ну, вот такие моменты. Я как-то вот немножечко забыла о том, в каком мире мы сейчас живем. Природа лечит. Парам тоже сейчас говорит, что как жаль, что very sad we not take Ганга, да? Что мы, ну, она, причем она очень хотела. У нас, я уже когда-то вам рассказывала, что она хотела на самолете, on flight, она хотела на самолете прилететь в Гоа. То есть ей хотелось, кстати, ну, пожилой человек, у нее были мечты. Но, к сожалению, она не сбылась эта мечта, так она и не побывала. То есть Парам вот говорит, что это было классно. Ой, вороны летают. У нас обезьяны в Матаране, а здесь вороны. А Парам, кстати, верит, что душа может вселиться в ворону. То есть, может быть, maybe this is your mama. То есть я сейчас о ней поговорила, и он, смотрите, и он дает ей, угощает ворон. То есть вот именно насчет ворон индийцы верят. Что, да, и вот Парам дает еду. Ну, он действительно, ну как, он тоже, ну не то, чтобы, ну, скажем так, он сомневается в этом, но хочет верить в то, что это так, что она сейчас с нами присутствует. Английский завтрак. Наедаемся этим завтраком втроем. Ну, Парам себе еще кое-что заказывает. Вот девушка из Франции приехала в Индию по работе и решила немножечко отдохнуть здесь, в Палалеме. Мы с ней познакомились, зовут Мари, очень приятная, доброжелательная, расположена на общение. И здесь она сама отдыхает, не боится, говорит, ей очень нравятся вообще индийцы, чувствует себя здесь защищенной. А еще рассказала, что она по работе тоже ездит иногда в Китай, говорит, совершенно разные люди, говорит, в Китае как роботы, люди-роботы. С ними невозможно общаться ни о чем, кроме бизнеса, только по работе.
А вот сотрудничать с индийцами ей очень нравится. Но насчет работы я не буду рассказывать, потому что она не хочет. Так, сейчас мы еще с ней сфотографируемся. Which? What's your city name? Lyon. Лион? Lyon, but my family comes from Toulouse, southwest. Посмотрите, какое красивое местечко, просто райский уголок. Ну, мы остановились не здесь, но в следующий раз, если будем располагать деньгами, потому что первая линия по-любому дороже стоит, я хочу, чтобы мы пожили именно в этом коттедже. Сейчас Парам спросит, сколько же, интересно, здесь стоит. Ну, просто, знаете, как из сказки. Такая красота. Уютно. И тенечек там благодаря этой зелени. Сейчас мы зайдем посмотрим. Господи, какая красота. Next we must stay here only. Последний день мы пришли в это кафе, которое очень сильно любит Артур. Мы здесь не первый раз, и Артура привлекает гитара. Я хочу в кафе, где гитара. Я хочу в кафе, где гитара. Парам не умеет никто у нас. У нас не музыкальная семья. Единственный, кто какие-то надежды дает, это Артур. У него есть интерес к пению, и к музыке тоже есть интерес. Ну и, в принципе, мне кажется, что у него есть слух. У Парама тоже есть слух, но просто у него нет желания его развивать. Мне очень хочется найти учителя. Ну, сейчас он просто брынкает. Брынкает, но с удовольствием. Так, нам принесли уже еду. Это что у нас? Фиш-таля. Я уже говорила, что я очень люблю этот соус. Ну, выглядит, наверное, не все, да, из вас решили, что это выглядит аппетитно. Но на вкус это божественно. Это очень-очень вкусно. Гоа у меня всегда ассоциируется с фиш-таля. Но нигде так вкусно не готовят. Да, и чиз-нан тоже готовят именно в Гоа. Очень вкусно. Так что у нас такой сейчас прощальный обед. Сейчас обед. И все. Садимся на автобус и едем до вокзала, а дальше в Мумбаи. Парам тоже хочет попозировать. Но это так классно, да, вот когда мужчина умеет играть на гитаре и петь. Я очень хочу, чтобы Артур научился. Но в любом случае это пригодится. Ой, как Парам вошел в роль. Музычка играет тоже очень приятная. Так, давайте посмотрим, кто здесь остановился. Контингент тоже нормальный, не шумный во всяком случае. Кстати, Палалем для меня на сегодняшний день номер один. Самое мое любимое место в Гоа. Напишите, пожалуйста, кто со мной согласен. Или, может быть, кто-то из вас посоветует местечко еще лучше, где, например, мы еще никогда не были. Вот, а сейчас я вам расскажу историю, неприятную историю, которая с нами произошла во время этой поездки. Ага, значит, когда мы собирались выезжать из деревни Парама, стали собирать вещи, и в этот момент мой муж обнаружил, что у него пропал кошелек. Кошелек, в который он положил свои документы, права, какие-то деньги. В общем, мы были в шоке, а я настолько злая, потому что Парам постоянно все время что-то теряет, постоянно что-то забывает. В общем, обыскались в деревне, не нашли. Ну, решили, что это произошло еще раньше. Ну, и когда мы уже вернулись сюда, в Матеран, приехали мы рано утром, Парам искупался и в этот же день помчался по своим старым следам. Поехал в Мумбаи и стал спрашивать во всех этих местах, где мы успели побывать в день отъезда, где мы покупали рюкзак, на автобусную станцию, во все киоски, где он что-то покупал. Нигде нет. Уже все, уже Парам решил, что надо уже все идти заказывать новые документы. Без них никак. И вот представьте, спустя уже несколько дней происходит чудо. Как раз в этот день выходит мое видео из деревни, видео, где мы поминаем маму Парама на их плантации. Влетает ко мне в комнату Парам после того, как посмотрел это видео, и говорит: Наташа, я нашел свой кошелек благодаря твоему видео. Буду снимать выше пояса.
ಸಾಮಾನ್ ಗಣಿ ಕಡೆ ತಂದು ಹಾಕ್ ಬಿಡು ಕೇಳ್ತಾ? ಒಂದಾರಿಗೆ ತೋರ್ಸಕ್ಕಲ್ಲಿ Парам стесняется, говорит, не снимай меня в трусах. Все смотрит на кокосы. Говорит, хочу залезть на кокосовое дерево и сбить парочку. Ну вот, сейчас вы тоже можете увидеть, как Парам достает из своих шорт, из своих карманов все содержимое, в том числе и кошелек. В этот же момент, как Парам посмотрел этот сюжет, звонит своему дяде. Дядя побежал на плантацию и находит целехонький кошелечек на том же месте. За все это время его даже никто не тронул. Парам сразу же решил, что это душа его мамы оберегала его ценную вещь. Ну и, конечно же, спасибо видео. Видео нас уже выручает второй раз. Первый раз мы так нашли свой зонт. Вот. Ну и потом я у Парама спросила, ну, Парам, давай вспоминай, нафига ты притащил на кладбище кошелек с документами? И Парам говорит, ну ты знаешь, я вообще же обычно, как и все деревенские, ношу деньги просто в карманах, а тут я решил показать, видимо, что я как городской и как положено, то есть это, как, знаете, такой вот опознавательный знак состоятельного мужчины, носить деньги в кошельке. Спасибо, конечно, что мы его нашли. Так, ну а сейчас я хочу, чтобы вы посмотрели школу Артура только в Мумбаи. Артур учится у нас в католической школе, и целая сеть по всей Индии. Ну и здесь у нас в Матаране это такой простой, очень скромный вариант, и я хочу, чтобы вы увидели весь потенциал. Мы в последний день каникул поехали в Мумбаи для того, чтобы отправить посылку. Вы, кстати, тоже сейчас в этом же сюжете увидите, это тоже будет очень интересно, так что прошу внимания. Парам говорит, что Анджелина Джоли снималась в фильме, и съемки проходили в этой школе, а эта школа, смотрите, такая же, как у Артура, тоже имя. Это очень популярная школа в Индии. Но здесь, конечно, покруче намного выглядит по сравнению с той, куда Артур ходит. Посмотрите, какая архитектура. Даже и не скажешь, что это вообще школа, а какой-то музей. Парам говорит, это очень популярная школа. Здесь и бассейн, и все. Посмотрите, за каким забором, за какими воротами она находится. Нам тоже очень повезло, с одной стороны, со школой, но она настолько заброшенная, что печально. А раньше в этих школах преподавали только монашки из Кералы. Что, this is also school? Вот еще, то есть это огромное вот продолжение школы. Вот видите, Javier's High School. Когда будет самый-самый такой разгар сезона дождей, тогда будут каникулы. Именно у Артура в школе, в других школах будут занятия. Потому что наша школа, напоминаю, находится в глубине леса. И в горах у нас, знаете, такие дожди, не просто дождь, а с бурей. Деревья падают. Ну и опасно, естественно, добираться детям и их родителям. Вот так. Я по ходу вам показываю. Видите, какая здесь красота. Такие здания, да, и тут же спят люди. Да, и дороги, видите, тоже нужно подремонтировать. Все вроде бы как красиво, но все недоделано какое-то, знаете, все недоделано. По пути нам встретился парк, и вот я решила для вас заснять. Смотрите, как здесь лавочки стоят в ряд, и сколько людей сидят, отдыхают от жары под ветвистыми деревьями. Здесь тенечек, и действительно сразу ощущается прохлада. Видно, что здесь поливают. Смотрите, какая лужайка зеленая. Если бы не поливали, то это было бы все лысое. И вон Артурчик нашел небольшую детскую площадку. Я так устала от этого шума. Галдеж, людей просто тучи, транспорт повсюду. После Матарана это настолько тяжело. Очень много людей. Куда ни зайди,
куда ни загляни, в любое кафе, кажется, что вот откуда в 2 часа дня в каком-то кафе все столики заняты. А Парам хотел в этом парке попить пиво. И мимо проходил мужчина пожилой, сделал замечание. Вы представляете? В общем, не стал Парам пить пиво, такой послушный, не пошел на конфликт. Согласился с тем, что раз не положено, значит не положено. Выпьет где-нибудь в другом месте. Нет, хватит, у тебя уже есть питомцы. Нет, не на какой тейк, Парам? Не надо, у них есть мама, зачем их? Такие взрослые уже. А сиську смоктали только что. Не успела заснять. В общем, ребята, мы сейчас находимся возле огромного госпиталя, знаменитого госпиталя Мумбаи. И здесь есть гостиница, но, видимо, не все люди могут себе позволить жизнь в гостинице, поэтому очень много расположилось рядом с этим госпиталем. Видимо, ждут своих родственников. Господи, сложно так идти, снимать по дороге, еще и что-то вам рассказывать. Вот, видно, что эти люди ждут, чего-то ждут. Парам говорит, что чуть ли не со всего мира приезжают сюда лечиться. Кстати, вот обратите внимание, друзья, сколько много здесь деревьев. Ну, то есть, если там вдруг кто-то срубит дерево, его в тюрьму посадят. Парам, please, hold Артур. Ты посмотри. Извините, обычно я же его веду за руку, или там, я даже Параму говорю, несмотря на то, что Артур уже не маленький, бери его на руки, потому что мы непривычные, мы люди деревенские. Что ты хочешь снять? Автобус какой, смотри. Ребята, это я сейчас сняла на видео автобус двухэтажный, верхний этаж открыт. Я первый раз такое увидела. Парам, you also see first time like this bus? Не, Парам говорит, когда-то еще видел такой. В общем, ребята, позади меня находится пост-офис, главная почта Мумбаи. Построенный 125 лет. А здесь, ребята, напротив упаковывают посылки. Но я не буду вам рассказывать, кому, что и куда мы отправляем, но просто вот показываю вам, как это все примерно происходит. Мне кажется, Артуру бы понравилась такая работа. Он любит работать с коробками и со скотчем. Сейчас он будет это зашивать. Я думаю, что в других странах так не заморачиваются. Я когда только родила Артура и целый год жила в Украине, у меня было что-то вроде депрессии, потому что вдали от мужа, не хватало внимания. И пора мне несколько посылок присылал, которые хоть как-то меня поддерживали. Все, теперь, наверное, готово. Все, 200 рупий. 200 рупий вся эта работа стоила. Да, я думаю, что all proper. Все капитально. Ну а на сегодня все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что смотрите. До свидания. До новых скорых встреч. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще много всего интересного.